2 часа преследовали. Это 5-й раз настигли их. Монголия. Здесь, на стыке бескрайних степей, дикой тайги и живописных гор, обитают архары, самые крупные представители рода баранов. Трофейный охотник Сергей Мазуркевич отправляется в Монголию. На этой охоте он намерен добыть старого трофейного самца габийского архара. Пробежали километров где-то 5 по холмам. У нас время есть, будем искать старого самца. Игорь говорит, да поставь на плечо. Карабин с плеча стрелять. Я говорю, нет, не надо. Сезон охоты начался. Трофейная охота в Монголии. Габийский архар. Сегодня 10 августа, мы находимся в Монголии, в Улан-Баторе. Наш путь начнется с этого аэропорта, порядка 550 километров до ареала охоты. Район Уурхангай называется. Бат будет гидом и переводчиком на этой охоте. У меня там целое имя Бат Эрдене. Бат Эрдене. Бат это означает крепкий. Богатырь это батырь. Да? Батырь. Слово батырь. Монголия, граничащая с Российской Федерацией на севере и Китаем на юге, не имеет выхода к морям и океанам. В сознании обывателя она ассоциируется с бескрайней степью, но по факту Монголия – горная страна. Большая часть ее территории лежит на высоте от 1000 до 3000 метров. До сих пор около 40% населения страны проживают в юртах, как правило, в окрестностях города. Большая часть из них занята скотоводством и сельским хозяйством. Еще одна отрасль, на которой сосредоточена экономика Монголии – добыча полезных ископаемых. В недрах Монголии заключены крупные запасы угля, меди, урана и золота. Некоторые предприимчивые монголы добывают золото кустарными методами. Такой грохот, импровизированный, самостоятельно сделанный. Все, что золото содержащее, там в лотке внизу остается мелкая такая пыль, после нее они моют и достают крупицы золота. Сейчас они покажут. Золото тяжелое, должно вниз падать. А что они нашли вот здесь? Вот. Спасибо. Thank you. Крайняя охота была в феврале месяце в Иране. Потом так сложилось, что пару поездок сорвалось. Ну и тут подвернулась лицензия в Монголии. Мы решили ей воспользоваться. Преодолев около 550 километров, команда добралась до базового лагеря. Ну, ваши номера. Я буду спать здесь. Эта юрта будет нашим домом в ближайшие 3-4 дня. 550 километров от аэропорта. Проехали за 6,5-7 часов. Ну, с короткими остановками. Организаторы предлагают выехать на вечернюю охоту, так обзорную, можно сказать, экскурсию. Ужинаем и вечером поедем. Хорошо. Мне надо прострелять карабин, потому что карабин у меня новый и новый боеприпас. Так получилось, что перед поездкой карабин потерял кучность и пришлось в экстренном порядке собирать новый карабин буквально за неделю до поездки. В предыдущем карабине боеприпас был 250 грейновые пули, то есть 16,2 грамма.
Проблема была в том, что 250 грейновые пули почему-то не пошли. Поставил 300 грейновые, кучность встала на место. 300 грейновые уложил в полууголовой минуты на 100 метров на стартовой дистанции. По этой причине решил сейчас здесь прострелять дистанцию. Что туда? Цикл зогсож байгаа чихтэй дахиад 40 метр гэж байна. 100, 300, 500, 700, 900 и километр. Пусть смотрит. Я не скажу, что я на 100% доволен настильностью. 300 грейн, зато 19,4 грамма пуля. Останавливающий эффект колоссальный. Погрешность допустимая, там, сантиметров 10-15. Ничего страшного нет. В принципе, мы сейчас понимаем, как он работает, понимаем настильность, понимаем, какие корректировки на какой дистанции надо вводить. Осталось только все правильно рассчитать и вовремя нажать на спусковой крючок. Теперь можем полноценно сказать, что к охоте все готово. Охота, она примерно так же, как и в Иране, предполагает передвижение на машине, и при обнаружении заветного трофея осуществляется подход. Гобийский архар. Его также называют монгольским аргали или аргали Дарвина. Архары – самые крупные представители рода баранов. Высота взрослого самца достигает 120 сантиметров. Масса тела колеблется от 140 до 180 килограммов. Гобийские архары распространены в пустыне Гоби, Южной Монголии и в Северном Китае. Аргали избегают сырых гор, покрытых лесом, и значительных высот. Любимым местожительством ему служат горные хребты от 600 до 1000 метров над уровнем моря. Если они богаты горными скалами, имеют склоны со скудно растущими деревьями и долины с широким и ровным дном. Если аргали не подвергаются преследованию, стадо может жить на одной горе в течение многих лет. Почти до самого периода случки бараны бродят отдельно от овец. И незадолго до начала гона они соединяются в маленькие стада, численностью не более 15 голов. Средняя длина рогов гобийского аргали составляет от 105 до 110 сантиметров, а диаметр рогов у основания 38-39 сантиметров. Продолжительность их жизни в дикой природе 12-15 лет. Три особи. И все. И то мелкие. Один самец на лет 5. Одна самка. И ягненок. Километра 3 отсюда. А так баранов нет. Думаю, нам придется тут поработать и поездить. Как бы хватило время, то, которое мы отвели, с учетом такой плотности. Худющий. Как велосипед. Сейчас будем смотреть. Вот старик что-то нашел интересное. Вот такие 7-8 лет. Один вроде старый, белый, но рога короткие, то есть не заворачивается. Да, хороший. Белый баран он такой. Видно, что он старый, но рога у него не выдающиеся, соответственно. То ли он болеет, у него рога не растут, то ли он просто посидел от страха. Небольшой баран. Соответственно, мы ищем все-таки такого, который будет в кольцо. А здесь полумесяцем таким. Подойдем поближе, разглядим, может быть, внизу что-то есть. Ходить по горам здесь комфортно. Высота 2200, 2100, 2000 над уровнем моря.
Зеленка, трава растет, кислорода хватает. Ну, комфортно такие холмы. Можно ходить, наблюдать, получить удовольствие. Как на Камчатке примерно. Только гораздо легче, потому что на Камчатке этот мох, постоянно нога проваливается и надо цепляться контами. Будем ходить. Видно, когда пошли, сразу на одну, на вторую, на третью группу наткнулись. Потому что вот на машине туда-сюда это не то. Походим денька два, там уже будет видно, будем принимать решение. Даже и обидно было бы, если мы сегодня бы взяли барана бы и пришлось бы завтра уезжать. Мы же не будем гулять, как эти туристы по горам, изображать, что мы охотимся. Так что, с одной стороны, нет барана, с другой стороны, много надежды завтра. Видели штук 15, но все 5, 7, 8 лет. 3 барана стояло, достаточно такие интересные. В кольцо рог не закручивается, боком стоял, смотрел. Авторитетный, охотник местный. Старик, как называют его здесь. Говорит, будем искать, потому что это не наш случай, не тот баран. Сейчас 10:30. С утра определили стратегию, что разобьемся на 2 машины. Одна группа уехала в одну сторону, мы же обследовали южную часть. Сейчас они вернулись и показали фотографии, там порядка 6 баранов. Один из них крупный. Предложение было вечером поехать. Ну, решили, что сейчас поедем посмотрим. Да, белые они говорят. Нормальные. Да, рога чуть-чуть там тонкие, что ли. Да, тонковато. Пойдем посмотрим трубу, определим, насколько трофей соответствует нашим требованиям. Там будем принимать решение. $1780 над уровнем моря. Ну, мы, видишь, к долине подъехали. Долина большая. Упустили тех баранов, ушли они. Не могут они их найти. Ну, во-первых, уже обед. Скорее всего, они все равно где-нибудь в распадине улеглись. Пока все егеря смотрели в бинокль, стою, смотрю, выбежало эти 6 штук, пробежали за скалу. Сейчас вот Игорь, который сверху наблюдал, разведку вел. Сейчас вниз посмотрит, там они должны быть, потому что они забежали за скалу и как замедлили ход. Старший егерь принял решение обойти гору и ждать появления архаров с другой стороны. Охотники заняли позицию и начали ждать. План сработал. Из-за холма на охотников вышло 7 взрослых архаров.
Дистанция составляла 200 метров. Ну, Киря говорит, что не надо было стрелять, но и желания не было стрелять, потому что прицел смотрел, я так и не выбрал ни одного. Вот первый бой вроде стоял, ну кончики такие слабые, тонкие. Поголовье есть, барана много, но он есть вот такой вот 8-летний. Вот где 10-летний, 11-й, где они? Погибли или что? Ну ни одного нету крупного. По словам егерей, 3 года назад в этих местах случился сильный падеж зверя. Аномально холодная снежная зима нанесла серьезный урон популяции габийского архара. Для молодняка и множества старых трофейных особей та зима оказалась последней. Надо найти крупного, старого. Где-то он есть все равно. Будем искать? Весь следующий день охотники провели в поисках старого трофейного самца. Погода портилась, и мокрый пронизывающий ветер не предвещал ничего хорошего. Ветер дует сильно очень. Метров 12 в секунду. И вроде как бы завтра, скорее всего, будет дождь. Так что надо настроиться, собраться, набраться терпения. И не жалеть, что мы не стреляли вчера и позавчера. В конце дня охотникам наконец удалось обнаружить трофейных самцов. Но наступившие сумерки не позволили совершить уверенный дальний выстрел. Группу решили отпустить. Вопреки прогнозу, утро следующего дня выдалось ясным. План был тот же – разделиться и обследовать местность 2 разными командами. Маленький. Тэнрүүл дараа таттай гэж тий. Тэрний дэтлээ ундал гараад тийм машин замаар юм. Наад. Тэр хөрөл байгаа даа зүгт. Тийшээ даа шүү. Нөгөө зураг харагдахгүй нэг. Охотники наткнулись на интересную группу из 4 взрослых архаров. Стоят. За горкой. Горка. Ближайшая горка, вон они стоят. Заняв позицию, команда начала наблюдение. Один хороший. Большой первый. Архары продолжили движение. Эти хорошие? Да. Дистанция составляла около 500 метров, и с каждой секундой они увеличивали этот разрыв. Нужно было дождаться их остановки. Первый. Второй. Правый. Второй. Стреляем.
Не надо. Не надо? Архары перекрывали друг друга. В этой ситуации вероятность зацепить выстрелом других самцов была очень высока. Дунд нарсан. Цааш явуулах л доо. Второй. Второй. Я вижу, идет он. Не могу стрелять. Одоо орчлоо. Одоо яах юм бэ? Тэр харлаа. 4 штуки стояли, но они друг друга закрывали. Сейчас вот идем за ними. Они за хребет зашли. Но один хороший, наиболее из всех, которые мы видели за 2 дня. Это самый лучший. По ветру идем, они уходят от нас. Мы их толкаем. Сейчас справа, если зайдем, то нормально будет. Мы их догоняем, они уходят. Мы догоняем, они уходят. После полуторачасовой погони по холмам архары наконец позволили охотникам перевести дух. Следующие 20 минут они спокойно паслись. Помимо них здесь находилось еще несколько самок. Теперь старшему егерю стало ясно, куда направлялась группа. По его утверждению, за холмом находился ручей, и архары, по-видимому, двигались на водопой. Сейчас спустились где-то метров 300. Пойдем по распадку. Они туда завалили. За то седло туда пройдем. Я 4-й раз за 2 часа мы их догнали. Я попробую догнать. Все равно уже 9 часов. Где-то они должны лечь. Как только охотники обогнули гору, искомая группа оказалась буквально в 30 метрах от них. Увидел, в принципе, я рога только. И все легли. Команда скрылась от архаров за небольшим пригорком. Понимаем, что было 4. Видел я его уже здесь, только одного. Игорь говорит, надо поставить на плечо. Карабин с плеча стрелять. Я говорю, нет, не надо. Маленькая пробежка, 10 метров, упал. Взял цель. Поразил. Другая немножко охота, динамичная. Окей. 2 часа преследовали. Это 5-й раз настигли их. Дистанция где-то метров 200. Чуть-чуть по хребту взял, но уже в заднее место стрелял. То есть убегали они в динамике. То, что Игорь все-таки предложил поставить винтовку на плечо, это был не вариант. Игорь бы все равно дернулся бы при выстреле. И пуля бы сместилась. Гораздо лучше отрабатывать вот эти упражнения, когда ты уже понимаешь, что близко, сошки выкидываешь полностью. Пробежка, упал, взял цель быстро, на минимальной кратности. И это более эффективно и точно будет. Ну, сантиметров где-то как минимум 10 обломлено. Здесь, ну, хороший, старый. 10 лет точно будет. Именно тот старый самец, ради которого мы и прибыли в Монголию. Это была уже 4-я попытка, 4-й баран, который лег в перекрестие прицела, и на котором мы уже остановились, что да, вот этого барана будем брать. Оказалось, уже 12-й год, довольно старый самец. Это хороший год считается, когда пищи много, кормовая база хорошая, тогда рог
быстрее растет. 3 года назад у них был здесь падеж, была зима долгая и морозная. И, как они говорят, очень большой падеж было стада именно старых баранов. Ну вот мы по этой причине и видели достаточно большая популяция, но все бараны 8-9 лет. То есть вот этот экземпляр сильный. «42 левый рог. 41,5. 41,5 и 42 дюйма. Так, надо отдать должное, что хозяйство хорошее. Егеря понимают свое дело. Популяция довольно плотная. И я думаю, что если года через 2 сюда приехать, вот таких экземпляров будет достаточно много. И будет хороший выбор. Тогда здесь будет на что посмотреть и что выбрать. В Монголии обитает более 70% всего мирового количества аргалий. Поэтому состояние вида на Земле во многом определяется благополучием монгольских популяций. Этому благополучию сегодня способствует трофейная охота. И вот почему. Стоимость охоты на одну особь для иностранцев составляет от $30 тысяч. Правительство Монголии выделяет на добычу архаров всего несколько лицензий в год. Все эти лицензии обеспечат отстрел старых, трофейных, не участвующих в репродукции самцов. А высокая стоимость, в свою очередь, гарантирует архарам защиту от местного населения. Теперь местным нет никакого смысла просто ради мяса добывать этих дорогих и охраняемых животных. Такая практика, как правило, работает более эффективно, чем полный запрет охоты. В результате популяция животных начинает расти. Иран, Пакистан, Монголия – это не горы, это так, холмики. У природы нет плохой погоды. Распускаться сейчас будет скользко. За 1-3 раз камнепад видим, глыбы летят. Вот ты свин. Вот она, настоящая истинная горная охота. 10 штук я насчитал.